Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я, Юлия Баталова, и мой муж Руслан Баталов. Едем мы сегодня на море, наконец-то. Сегодня какое число? Только что смотрела, забыла. 27. 27 сегодня сентября, и на улице 29 градусов. Да, уже прохладно становится, но вот смотрите, едем жарко в автобусе. Едем мы на Долмушке. Едем с двумя детьми, они впереди сидят, болтают. Едем в Атакент. Проезд сейчас в Турции стоит 40 лир, ну вот до Атакента у нас лично на взрослых, а уже за детей, вот им 6,5 лет, они ходят в школу, берут 35 лир, то есть на 5 лир дешевле. Вот, вечерами уже температура, сами видите, до 20, 19 уже опускается, но мы хотим поплавать, сегодня у нас суббота. И завтра еще хотим съездить, если получится. Сегодня хотим в Атакент, завтра уже поедем в другое место, надеюсь. В общем, думаем, что в выходные нужно ездить на море, пока есть море. Но приедем на море, я вам по поводу водички скажу обязательно. Короче, мы обычно всегда выходим у Шок-маркета, смотрите, а Шок-маркет закрыт. Он обычно на лето, значит, открывается. Вот, ну ладно, я просто с собой взяла такие штуки в лаваше, типа люля-кебаб, короче, с собой. А попить мы не взяли. Мы водичку только детям взяли. Что так ветрено, оказывается, сегодня. Вот, поэтому придется надыбать где-то напиток какой-нибудь. Но здесь продают кофе, что-то еще обычно продают. В общем, разберемся. Ветрено, кажется, сегодня. И, наверное, в море тоже есть волны. Но, слава богу, здесь очень такой мелкий заход, пологий. Поэтому волны вообще не ощущаются. Спокойно и дети могут купаться. Вот обычно здесь вот душевая кабинка сразу же. И есть где переодеться. Ну как водичка? Нормально, да, нормально. Она вообще нормальная. Нормальная водичка? Да, Как всегда? Не холодная? Нет. Ну что, моя очередь. Ветер действительно сильный. Ну, я скажу, прохладненькая такая, как бы. Ну, это представляете, да? С жары, считай, в автобусе жарко было. Идем. Прохладненько, да? Много. Рыбок очень много, да. И этот опять плавает, всякая фигня. Поэтому люди вон там все далеко. Потому что прибивает из-за ветра. Вот, видите? Да нет, не глубоко. Вода прибыла немного. Да? О, вы можете там побыть. В общем, прохладненько. Вот. Я иду, сейчас покажу. Вот сколько прошла с берега. Еще пока вот так. Поэтому заходить можно. И можно пройти дальше. Еще. И спокойно с телефоном можно ходить, потому что пологий такой вход. Вот видите? Здесь уже вот почище немножко водичка. Но я все равно зайду с головой.
хоть и такая прохладненькая. Это на первый взгляд прохладненькая. Так-то освежающая водичка. Пойдем, мам. Мам, пойдем скорее, а тут не знаю. Ну что, сидим у самого осеннего моря. Дети покушали, точнее кушают. А мы вот сидим. Вода как тебе? Водичка, мне кажется, очень классная, да? Да. Когда уже заходишь. Я захожу, там маленький бассейн. Я иду на сусу, там глубоко. Угу. Почему? Вот так вот. Иногда бывает, заходишь глубже, а становится мельче вода. Вот. Неровности такие есть. Но когда уже заходишь, очень теплое море становится. Поэтому пока еще в Турцию приезжать можно. В море купаться. А что нет? Я считаю, можно. А Россия это тоже Турция? Нет, конечно. Россия — это другая страна. Бассейн-то холодный уже. Это уже Ну, неполноценный отдых. Ну, будет. бывает же в отелях бассейны греют. Да, это очень редко. Ну, вот надо уточнять Это такой этот момент. Это такой отель надо найти прям. Вот, искать например, надо. мы в прошлый раз изучали отель Лонг-Бич, помнишь? Ну. Там грелось с октября месяца, а в сентябре нет, да? А помнишь, мы как-то уточняли, в отеле есть бассейн с подогревом? Нам сказали, да, есть, мы приехали, а он был без подогрева. Ну, это херовый агент, который нам это все сказал, а не отель херовый. Как правило, у них бассейны без подогрева. Как правило, с подогревом просто дороже бассейн, дороже отели. Да, это очень дорогих отелях, собственно. Да не очень, средних. Что это за язык? Вот какой-то язык, мы здесь сидим, и рядом иностранцы, и не турки, и не русские. По-моему, это немцы. Немцы? Да. А ты до этого по-другому говорил. Я ошибся. Понятно. Жестко ошибся. В общем, В целом. Папа, чуть на тебя не попал бутылку. мы закругляемся В меня попадает. с роликом. Еще, наверное, в море зайдем, конечно же. И время уже 5. Будем стартовать домой, в сторону дома. Завтра я надеюсь очень сильно, что мы попадем снова к морю. Но завтра пойдем на другой пляж. Очень солнце здесь вот мешает снимать. И, друзья, настал новый день. На велосипеде своем. Сейчас собираюсь за молочком. Мама поехала за молочком. Детей оставила за уроками. У меня еще старшие дома, поэтому сейчас решила быстренько сходить в магазин. Сегодня мы собираемся в школу к часу. Напоминаю, дети ходят в турецкую школу. И установлю вас на свой руль. Давно уже не катала вас по улицам турецким. Хочу немножко прокатить вас. Ну и зайдем в магазинчик, купим что-нибудь. Так, что здесь продается в Биме, смотрите. Цены видны, не видны. Электроника продается. Всякие кастрюльки на кухню, одежда.
Обычно всегда вот такие вот рекламные щиты стоят. Ну и если ближе подойти, можно здесь увидеть уже такие продукты. А, нет, тут опять игрушки для кухни, для выпечки, блендеры. А вот здесь уже продукты. Типа на что скидка сейчас, акция, можно вот так посмотреть, а потом зайти и купить то, что вам необходимо. Вот, например, макароны хорошие, они дорогие, 40 чем-то лир обычно стоят. Здесь 34 можно взять. Что еще, например, здесь можно купить? Ну, лаваш вот тоже, кому надо, да, кто любит такой лаваш, по 39 лир. Потом вот паста томатная за 29 лир со скидкой. Оливки. Короче, вот так вот. Ну, мне, в принципе, ничего не надо из этого. Я, знаете, зачем захожу? За пастой. Ореховой, шоколадной, по типу нутеллы. Сейчас я вам покажу кое-что. Я уже здесь покупала. И надеюсь, что сейчас тоже найду эту пасту. Вот, например, взять нутеллу, да? 650 грамм, 199 лир. И здесь вот в состав, если глянуть, нутеллы 13, то есть орехов вот 13%. А я беру пасту, которую я уже не раз говорила моим зрителям на канале, 35%. И она обычно лежит отдельно. Сейчас покажу. Вот она, смотрите. Вот такая вот. Нет. Или это она? Нет, это карамельная. Фандак, карамаса, какао написано. Вот 350 грамм, 135. Может, она где-то... Ну, короче, закончилась, похоже. Карамельная только осталась. Вот такая. Но и здесь... Сколько? Написано, нет. 35% обычно орехов. И это очень хорошо. Она вкусная. Сейчас поищу. Короче, закончилась. Сейчас я у кассира спрошу. Вот она. В общем, в других бимах могу я найти. Но это мне ехать надо. Но сейчас лучше спрошу, если есть в наличии, может, они мне вытащат. Она сразу заканчивается, вот это вот. И иногда бывает даже ее на кассе не пробивают. То есть не проходит. Может быть, сами же продавцы себе ее оставляют. Ее разбирают сразу. Просто потому что орехов тут очень много. И состав хороший. Короче, говорят, нету. Вот ее очень быстро разбирают. Раньше она была ВА-101, такая паста. Потом пропала. Сейчас появляется частенько в бимах. Сейчас пойду еще один бим съезжу. Приехала в другой бим. Смотрите, какая машинка стоит. Узкая. Прикольно. Да, здесь уже надо поискать. Короче, фирмы бывают разные. Не одна фирма. И тут не оказалось. Вот так вот их разбирают.
И повторяю, это не одного какой-то одной фирмы, они бывают разные. Просто вот процент орехов там составит 35%. Сейчас поеду в другой магазин. Третий бим по счету. Но это, наверное, уже все. Больше не поеду никуда. Край, если здесь не найду, то никуда не поеду. Вот в бимы, когда заходите, просто обращайте внимание на такие вот отдельно стоящие стенды. Это обычно не рядом с нутеллой бывает, а отдельно. Вот в таких вот местах. Так, нашла. Всего лишь одна осталась. 35%. Д. Луч. Не знаю, как читается. Короче, вот 135 лир. 35%. Всего лишь одна. Надеюсь, пропьется. Смотрите. Аронию продают. Арония — это черноплодка. Сейчас покажу. Вот. Наша черноплодка. У них называется арония. Тоже растет, оказывается. Ананас, авокадо продают. Еще мне дети заказали сыр. Вот этот вот. Вчера купила, уже закончилось. Вот такой сыр любит. Только фирму я брала другую. Я брала в Шоке. Не знаю, вкусно ли это. Это плавленый сыр в треугольничках. Хочу сказать, что мы перешли полностью на также оливковое масло. Очень часто сейчас слышу, что вот эти вот подсолнечные и даже кукурузные масла очень вредные. Поэтому, да, оливковое масло, конечно, дорогое, но надо почитать, может быть, еще какие-то дополнительные масла, но подороже. Они вот как бы более-менее, а вот эти подсолнечные масла очень-очень сильно вредит здоровью. Так что такие дела. Так, ну, оливковое масло, может быть, куплю вот это или попозже взять. Наверное, сейчас возьму это еще.
Так, мой кофе. Мой самый любимый кофе, вот этот, Гранат Голд, был 247. Представляете, 100 лир был он раньше. Стоит 247, 100 грамм. Но сейчас я нашла замену. Покупаю кофе из Атоми. Из Атоми поштучно. Очень вкусное кофе. И арабика. Без робусты. Вот в такие кофе обычно добавляют робусту. И очень-очень вкусное, как оказалось. Удивительный вкус, поэтому кто хочет тоже такой кофе заказывать с Атоми, проходите по ссылке, регистрируйтесь и заказывайте. Ссылку всегда оставляю внизу под видеороликом. Я занимаюсь Атоми, поэтому проходите. Кто хочет купить, но у него не получается, пишите мне в личку. А ссылку в Телеграм тоже оставляю всегда. В Инстаграм пишите. Не стесняйтесь. Все-таки решила я заехать за сыром. Смотрите. Вот он. Вот этот сыр очень вкусный по 55 лир. И заехала я за какао. Дети мои очень любят какао. Сколько дней уже без какао, и они мне каждый день. И я хочу какао, мама, ты купила? Вот такой беру улькеровский какао. Наверное, один достаточно пока. И леденцы попросили. Смотрите, что на кассе. Что это, интересно? Ну и приехала я за молочком, друзья. Со своей тарой. Натуральное молоко. Так, ну что, молочко купила. В этом магазине есть много, кроме молока. Всякие разные товары. Надеюсь, ролик был интересным. Я старалась. Ставьте лайки, пишите комментарии свои. Это такой небольшой эпизод моей жизни. Стараюсь снимать, рассказывать вам по мере возможности все. Сейчас буду ехать домой. Хочу пожелать всем, как всегда, счастья, здоровья, конечно же, и мирного неба над головой, друзья. Всем пока-пока.